Ну что, друзья, пришли детишки, сели ужинать. Детям афет олсун. Кушают они кукси у нас зимние, капустку. Миша изъявил желание покушать при помощи палочек. Молодец. Дети, если хотите, вот попробуйте, это луковые оладьи. И что-то рукава надо засучить. Мама не любит, когда рукава так. Алексей мне помыл кабачки, я сейчас буду еще жарить кабачки. По рецепту тети Сардинчи. Жареные кабачки? Кислые кабачки жареные, да, будут. Завтра булгур с макаронами сварю и сделаю вам чисто турецкий ужин. Да, нравится в школе? Чем кормили? Расскажите зрителям. У меня почему-то плотника не было. Да ты что, почему? Не знаю, может быть, дети просто ушли, и меня не позвали. Как так? Потому что в 15, не помню сколько точно, короче, где-то в 15 с лишним они куда-то ушли, все вместе. А чё ты не пошел с ними? Так откуда я знал? Там еще вырезали, я помогал. Что? Чё ты не пошел на полдник со всеми? Так откуда я знал, что там плотник? Спросил бы, куда вы пошли. Ты как вообще со своими одноклассниками общаешься? Они английский не знают, я с ними вообще не общаюсь. Не общаешься? Очень плохо. А как ты турецкий собираешься выучить? Çocuklar, bir dakika lütfen. Как спросить? Как спросить, Олег? Сказала мальчики, минуту, пожалуйста. Куда вы пошли, как спросить? Как? Вот. Как? Sen nerede geldim? Гельдым, это же притяжательное. Гильор. Гильор, да. Ну и что ты не спросил? Не сен, сис, вы. Сен это ты. Вы куда пошли? Сис нереде гильор? Нет. Мне кажется, окончание там другое. Грамматику не учили турецкого, Олег? Я-то знаю. Ну скажи. Сис нереде гель. Сейчас. Season. Из. Гелис? Не, я точно не могу вспомнить. Ну, так а что ты не спросил? Мама! А, Блин, сегодня как будто не ужин, а допрос. а что ты такой нервный? Спросить нельзя? Вот такой вот нервный. У нас Михаил Алексеевич. Поругаться с мамой сегодня хочет, явно. Он уже раз 5 вот так отреагировал на мамины вопросы. Потому что это не вопросы, это допросы. Сейчас поругаемся с тобой. Сейчас камеру выключу. Как следует поругаемся. На завтрак чем кормили? А что на обед кормили-то чем? Ну, вот эти вот макароны с булгуром, да? Угу. Салат, помидоры, какие-то травы, типа зелени, салат вот этот вот. Угу. И как ты жаркое делала с картошкой, с мясом. Мясо было? Да. Понятно. Вкусно было? Да. А на завтрак чем кормили? А, я видела хлеб, сыр, помидоры, огурцы и джем. И все? Или что-то ты там уже в коробочках съел? Всё. Ну, как-то такой скудненький завтрак, честно говоря. Хлеб 2 кусочка, сыр Хлеб 2 сколько угодно. 2 кубика сыра. 4. 4. 2 помидора, 1 огурец. Да? Кусочка, кружочка. Ладно, приятного аппетита. Ну что, друзья, повторяю рецепт моей подруги. Кабачки кислые. Уже натерла этот лимон. Лимонный сок здесь у меня. 2,5 лимонов.
Тушу кабачки. И вот не знаю, булгур еще к такому блюду моя подруга готовит с вермишелью. Делать, не делать, думаю. Вот, не знаю, хотела еще рецепт снимать, время 8:30, успею ли? Учитывая то, что у нас день с Алексеем смещен, в принципе, бодрствовать мы будем минимум часов до 2, наверное. Может, и успею. Другой вопрос. Снимать ли мукбанг на этот отснятый рецепт новый, на ночь-то глядя. В общем, не знаю. Буду думать. Может, завтра? Вечно откладываю на завтра, а потом виню себя, что не отсняла желаемое количество рецептов. Вот. Ребята там мои турецким занимались. Сейчас вроде Алексей созвонился с мамой, общается, а я здесь вся в делах, вся в заботах. Готовлю вот такую вот вкусняшку. Слушайте, специи положила, такой аромат сразу пошел. Невероятный, суперский. Вот, у нас заканчивается с Алексеем российский глюкофаж. Этот глюкофаж мы еще в июне месяце привезли. Что-то я думала, что я привезла на 6 месяцев, а уже мы 7 месяцев полностью прошло. 11 января было 7 месяцев. Уже 8 месяц пошел, все пьем. Вот. И нам наш друг написал название лекарства, который полностью соответствует глюкофажу, именно лонг. Мы пьем лонг. Вот, надо будет уже турецкий вариант лекарства покупать. И мы сейчас весь вечер занимались с другом. Я вообще планировала рецепт снимать, но немножко, видите, мы предполагаем, Бог располагает. Сейчас мы посмотрим. Нет, что-то по Олегу не приходит информация, но Олега он тоже записал. Вот смотрите, как называется сайт, где нужно взять рандеву edenclickmap.gov.tr. И здесь заполняете все поля. В принципе, когда вот переводчиком переводишь на русский, в принципе, все понятно. Национальность, тип документа, удостоверяющего личность. Здесь все заполняешь, потом нажимаешь дальше, потом там надо кучу документов отсканировать и вложить файликами, в том числе, в общем, какие документы нам потребовались для вложения сюда. Мы вложили и комет, наш этот кимлик, ВНЖ наш пластиковый. Дальше паспорт был, приказ об отчислении из нашей российской школы, табель успеваемости, паспорт папы, паспорт мамы мы сканировали. И, в принципе, все. Все поля заполняете вы здесь переводчиком. Вот. Дальше. Нажимаете дальше. И после того, как все документы вложили, выходит окно «Выбрать дату рандеву». Там есть желтенькие даты, а есть розовенькие даты. Желтенькие даты, я не помню, как слово называется, но типа, короче, мы все под чутким руководством наших турецких друзей. Опять-таки, вы говорите, что мы себя навязываем. Мы себя не навязываем. Он сам звонит и говорит: давайте, открывайте вот эту ссылку, давайте, делайте вот это, нажимайте вот это, сканируйте, нажимаете, вы сюда пишите вот это. Ну, в общем, это его инициатива, понимаете. Я лишь ему передала информацию о том, что мы получили документы из школы об отчислении и об аттестации детей. Все. Дальше он уже сам выбирает время, когда ему с нами созвониться, ищет информацию, какие действия нам необходимо произвести. Дальше он делает все сам. То есть это все в добровольной форме, понимаете? Не в добровольно-принудительной, а именно в добровольной форме он все это делает. Я не собираюсь ни перед кем оправдываться. Вы несете, некоторые из вас пишете такую ерунду, что мы им надоели, они сбежали от нас в Адану. Это ваше личное мнение, вы просто судите со своей колокольни. Вы просто сами у себя в голове воспроизводите подобные мысли, исходя из своего внутреннего мира, исходя из своего состояния, исходя из своей вообще, все это исходит от вас.
Вот. Что касается наших отношений, у нас замечательные отношения, никто никому не навязывается. У нас это все происходит по взаимоприятному такому общению, помощи друг другу. Вот. Ну, то есть он в любой момент может нам позвонить и сказать: Ольга, когда у тебя будет время, пожалуйста, спустись в нашу квартиру, проверить, все ли там в порядке. Мне вообще не составляет труда, тем более отправить Алексея: Алекс, иди, пожалуйста. Вот, Алекс идет, видеоотчет ему снимает, вот, он нас... При этом он нас не напряг нисколько, понимаете? Я уверена, что и обратная взаимопомощь тоже людям абсолютно не в напряг. Потому что, как бы, еще раз повторюсь, мы не навязываемся и не требуем от них ту или иную помощь. Они ее нам сами дают, понимаете? Я ему сегодня просто написала: как дела, ла-ла-ло. Пришли документы детей. Все. Дальше он сам меня закидывает различными ссылками, потом звонит мне и пошагово начинает говорить, что куда клацать, что куда писать и так далее и тому подобное. Да, они нам сильно помогают. Ну, как бы, понимаете, людям эта помощь не в тягость, как вы, некоторые из вас об этом пишут и считают, да, а людям эта помощь для нас в радость, понимаете? Когда я ему сказала, что подписчики написали, что мы тебя достали, и вы уехали с женой из-за этого в Адану, ему было настолько неловко, он стал оправдываться. Он говорит: ты понимаешь, что если бы это было бы так, я бы не стал тебе продолжать помогать онлайн. Я говорю: конечно, я понимаю, конечно, я знаю, как вы с женой относитесь к нам, вы прекрасно знаете, как мы относимся к вам, просто, ну, люди, которые подписаны на наш канал, абсолютно разная у всех уровень, как это сказать, доброты, уровень мировоззрения абсолютно у всех разное, да, и если там человек... В конце концов, у нас у всех разная жизнь. Если человек занят, там, работает в поте лица, и у него нет времени даже там своей семье должное количество времени уделить, естественно, ему подобные друзья, как мы, будут только в тягость. Вот. Но поскольку наши друзья пенсионеры, они нам с удовольствием помогают, неоднократно они нам говорили, что мы одна семья. Ну, впрочем, что мне вам рассказывать, я вам это уже рассказывала. Просто если вы считаете, что вот мы настолько навязчивые, что мы им надоели и из-за этого они уехали в Адану, просто оставьте свое мнение при себе. Это действительно не так. Искренне они нам помогают с огромнейшим удовольствием. У меня такое ощущение иногда возникает, что они прям вот ждут, когда мы очередной раз в чем-то будем нуждаться, чтобы вот прям вот на всех парах прибежать к нам на помощь. Вот, точно так же и в ответ, понимаете, и в ответ такое же к ним отношение. Я вам уже неоднократно говорила, почему он в свое время, еще, наверное, осенью, ну, не наверное, а еще осенью, еще, может быть, даже летом, сказал, что ваша семья мне настолько близка, что ты мне как дочь. Я не могу, говорит, назвать Алекса своим сыном, потому что у нас небольшая разница в возрасте, но ты мне как дочь. Все, после того, как он эти слова произнес, я к нему отношусь действительно как к родному отцу. И когда вы начинаете говорить, что вот для Ольги грош цена, ничего вообще никакой ценности не представляет слово «папа», вы глубоко ошибаетесь. Просто у нас вот такие отношения. Да, я искренне люблю их семью, я действительно считаю их тоже нашей семьей. Мы действительно очень сильно переживаем, если у них какие-то проблемы возникают. Мы стараемся бежать первыми на помощь. Вот, точно так же с их стороны. Они искренне за нас волнуются, искренне желают нам огромного счастья, всех самых-самых
наилучших благ. Вот, точно так же и в обратку, понимаете? Просто люди с постсоветского пространства, они более, как это сказать, черствые, алчные, что ли. Я не хочу обидеть никого из вас, но просто люди из постсоветского пространства, они немного другие. В Турции люди совершенно другие. И это не касаемо только наших друзей. Да, действительно, мы так сильно сдружились, мы так сильно друг друга полюбили, они нам очень близкие люди. Вот как мы волнуемся и переживаем за своих родителей, также мы волнуемся и переживаем за своих дорогих и любимых друзей. Вот. Я вам уже неоднократно говорила, что они стали для нас как родные родители, понимаете? Такое от нас, у нас к ним отношение, такое же и у них к нам отношение. То есть это взаимолюбовь, взаимоприятная такая помощь друг другу, взаимолюбовь, взаимопереживание друг о друге. Ну вот как-то так сложилось. Вот представляете, да, так бывает. Да, действительно так бывает. Вот попробуй к ним позвонить по видеосвязи. Вы себе не представляете, как наша подруга там искренне, эмоционально высказывает то, что она сильно соскучилась, как они сильно ждут нас в гости в Адану. Вот. Но так сложились обстоятельства, что ей нужно лечить зубки, поэтому они находятся в Адане, мы находимся здесь. Дети наши учатся, поэтому нет возможности у нас туда поехать и нет возможности у них сюда приехать. Но мы прям очень сильно соскучились друг по другу. Вот, и уже не дождемся, когда наша подруга полностью вылечит зубки, и они вернутся к нам сюда домой, в Мерсин. Вот как-то так, друзья. Так что полвечера мы занимались с нашим турецким другом тем, что заполняли анкету. В итоге что-то там у меня зависло. Мы уже все заполнили с ним, что-то зависло. Сидели мы минут 10, и вот такие часики крутились. Я говорю, может быть, F5 нажать? Он говорит, попробуй. Ну, потому что действительно уже долго сидели. Я нажимаю F5, все слетает. Заново первая страничка открывается, и он говорит, Ольга, пришли, пожалуйста, мне в WhatsApp все документы детей, говорит, ваши, все, что вот мы сейчас заполняли, все, что необходимо, пришли, пожалуйста, мне в WhatsApp. Вот, и в итоге через минут 20 он мне скинул 2 письма о том, что Миша записан на рандеву. Это вот типа в Министерстве образования записываешься на рандеву. Вот. И ссылочку о том, что Олег тоже записан на рандеву. На 28 января мы записались на рандеву. Поедем в Мерсин. Вот. Пока смутно себе представляю, что там вообще должно происходить. Единственное, что я понимаю, это нам надо собрать все абсолютно документы, которые у нас имеются по школе, по нашим кимликам, паспорта наши, сделать копии. Вот, опять-таки, он говорит, сделайте, пожалуйста, всех документы, копии, спуститесь к нам домой, ключи от их квартиры у нас есть, и через наш принтер все распечатайте. Вот. Более того, смотрите, когда они уезжали, они понимают, что мы как раз занимались процедурой отчисления из российской школы, и он говорит, как вы будете печатать? Я говорю, да найдем способ, в конце концов, в РДМЛИ за деньги пойдем печатать. Он говорит, нет, дай, пожалуйста, мне оба твоих телефона. Берет оба моих телефона, идет к себе домой, короче, я не знаю, что там он с принтером что-то сделал, в общем, потом приносит и говорит, вот, я установил приложение на один, на второй телефон, теперь в любое время просто спускаешься ко мне и печатаешь. Любое письмо из WhatsApp, любой документ просто берешь и печатаешь. Ну вот до такой степени, понимаете, забота, опекунство и вот... И все это искренне, поверьте мне, просто вы плохо меня знаете. Я очень самодостаточная, и порой мне даже мешает гордая. Порой даже мне эта гордость иногда мешает. И если бы я вообще хоть на малейшую частичку почувствовала бы, что мы им в тягость, никогда бы я к ним больше не обратилась. Поверьте мне, это было бы действительно так. Вот. Но поскольку я вижу вот эту вот заботу, вот эту инициативу, когда они сами начинают прогнозировать
а вдруг у нас там закончатся деньги, и нам понадобятся деньги, стали нам вот навязывать эти деньги, да, я сказала, я не притронусь. Он говорит, это твои проблемы, говорит, но если тебе прям сильно приспичит, ты, пожалуйста, ими воспользуйся, говорит. И прям вот пришел мне, положил деньги на стол и ушел, сказал, все, говорит, я ничего не знаю, я тебе их отдал. Окей, я их положила, естественно, я их трогать не собираюсь. Мы, потому что тоже с Алексеем рассчитываем свои силы, тоже есть голова на плечах, да, вот. Что касается любых других нюансов в помощи, понимаете, они сами все это наперед прогнозируют, понимают, что нам нужна будет печать, что нам нужно будет воспользоваться принтером, понимают, что нам вот это может понадобиться, вот это может понадобиться, и сами начинают об этом говорить. Какие варианты решения той или иной. Ну, то есть мы, естественно, мы всегда пользовались их принтером. Это вообще безоговорочно, это вообще не обсуждабельно. С удовольствием он печатал, вот буквально ему пришлешь письмо, он тут же его распечатывал, понимаете? И теперь, когда они уехали, у нас нет возможности прислать ему на почту, чтобы он распечатал. Такой возможности нет. Вот он нам организовал таким образом, понимаете, чтобы мы печатали теперь со своих телефонов сами. Проблем нет. То есть предполагаемые, не то чтобы даже проблемы, а потребности он наперед прогнозирует и наперед дает нам сам вот эти вот решения, понимаете? Вот, я вижу, как люди искренне рвутся, имеют огромное желание нам помочь во всем, везде, готовы с нами ходить за ручку. Вот, и, безусловно, у нас к ним такое же отношение. Просто многие из вас не понимают, как такое может быть ввиду своего внутреннего мира, ввиду своего мировоззрения. Простите, никого не хотела обидеть, но мы действительно искренне любим семью наших турецких друзей, наши турецкие друзья искренне любят нашу семью. И то, что вы говорите, действительно для ваших друзей было бы хорошо, если бы вы уехали в Россию, они этого не хотят. Если бы вы видели, если бы вы слышали наши разговоры, когда я об этом заикаюсь, он всегда говорит, ничего хорошего, ты же уезжала оттуда, вспомни. Он всегда прям отговаривает и говорит нет. А потом как-то он за очередным из застолий нам сказал, мы очень полюбили вашу семью, и мы не хотим вас терять. Мы не хотим, мы хотим, чтобы вы были рядом с нами. За одним из застольев он вот так вот сказал, друзья мои. Поэтому не выдумывайте у себя в головах ничего, никто никому не навязывается. Мы просто нашли очень близких, родных нам людей в Турции. Вот. Просто порадуйтесь за нас. Всем желаем тоже хороших, добрых, отзывчивых людей на пути вашей жизни, чтобы побольше таких людей, как наши турецкие друзья, было на всей нашей планете. Мира, добра, любви, друзья мои. Будьте добрее, друзья мои, и люди действительно потянутся к вам.